Друзья, приветствую вас на канале, посвященном поговорке рынка недвижимости острова Кипр. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости целой провинции Пафос, куда входят 4 крупных города-муниципалитета. Традиционно, друзья, с цифрами постараемся разобраться, что же произошло за месяц в целой провинции, то есть период исследования у нас будет январь-февраль. Ну и, конечно, в конце видео мы будем подводить итоги и разбираться, что произошло с тенденциями на рынке жилой недвижимости провинция Пафос. То есть период исследования будет у нас целых 12 месяцев. Ну вот, в общем-то, традиционно начинаем с заставки, которая за моей спиной. Это сад. Задний вид называется, да? Это сад дома, в котором я живу. Достаточно такое, ну, как мне кажется, очень атмосферное место. Особенно хорошо, когда утром есть возможность солнца, хорошая погода, пить кофе на веранде. Веранда выходит в сад. То есть, в общем, как оно называется, на старости лет жизнь удалась. Друзья, переходим к провинции Пафос и уже непосредственно будем говорить о рынке жилой недвижимости. Постараемся не голословно, а, как я люблю говорить, через призму времени и цифр разобраться с процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости благодаря статистическим данным компании Olymp Consulting. Традиционно начинаем с административно-территориального деления острова. К сожалению, как вы видите на карте, он разделен на две части. Северная часть живут турки, киприоты, и южная часть живут греки, киприоты. Да, кстати, сегодня 25 марта, и с удивлением для себя я пошел в спортзал, и он оказался закрытый. Оказывается, сегодня день независимости Греции, ну и киприоты, естественно, также этот праздник отмечают. То есть сегодня выходной день, везде висят национальные и греческие флаги, ну и плюс там флаг с этого ЕС, я прошу прощения, да, Европейского Союза. Итак, сегодня мы говорим о южной части острова Кипр. И, друзья, что мы видим провинцию Пафос, вот об этой именно провинции мы будем говорить. Она находится, давайте посмотрим, это у нас самая западная часть острова. Всего в провинцию, вернее не провинцию, а остров Кипр имеет 6 провинций. Переходим к следующему слайду. Здесь мы будем уже разбирать, из каких муниципалитетов состоит сама провинция Пафос. Видим, что это 4 города-муниципалитета, а я сказал 5, по-моему, да, ошибся. Это муниципалитет Пафос, на карте он выделен так. Муниципалитет Гераскипу, видим, да, муниципалитет Пея и муниципалитет Полис. Также мы знаем по административно-территориальному делению, и дальше я буду вам показывать, что есть агломерации небольших деревень или населенных пунктов, которые имеют подчинение непосредственно к каждому вот этому крупному городу-муниципалитету. Переходим от административно-территориального деления уже непосредственно к рынку недвижимости. Итак, давайте традиционно напомню вам, что на Кипре существует классификатор недвижимости. Так сказать, от застройщиков это А и Б классы, там еще Б плюс есть. Как гласит молва от компании-застройщиков, это жилье, которое построено в зданиях, сооружениях, квартиры, апартаменты находятся, которые выполнены из эффективно сберегающих тепло материалов. То есть это новые современные материалы, как правило, это жилые комплексы, которые имеют свою территорию, территория благоустроена, естественно, имеется, в общем-то, там бассейн и всякие разные там моменты, связанные для отдыха.
Это новое жилье, будем называть это так, договоримся с вами. А вот старое жилье — это отдельно стоящие здания, сооружения, которые относятся к классу С, Д, Е, Ф. Мы сейчас говорим о многоквартирных домах, то есть мы не говорим о виллах там, с сумасшедшими стоимостью там, квадратного метра. Да? То есть мы говорим о новом и о старом жилье. Кстати, я проживаю в старом жилье. Это дом, аутентичный греческий дом, 4 квартиры всего, и у каждой квартиры есть отдельный выход. То есть вот я имею отдельный выход и участок земли, наверное, не знаю, там сад, ну, наверное, около 20 метров. То есть вполне себе такое жилье достаточно, как мне нравится. Лучше, по крайней мере, мы ходили, смотрели новое жилье. Но жить в апартаментах, там, в четырехэтажной, самые большие жилищные комплексы, 4 этажа, где, в общем-то, достаточно много людей живет, и ты зависишь от многих моментов, там, от соседей, шумные, не шумные, то в нашей ситуации мы живем просто автономно, хотя дом считается многоквартирный, но еще раз повторюсь, на 4 отдельных выхода. Итак, в данном слайде говорим о новом жилье. Новое жилье за месяц подорожало на 0,18%, показываю вам на карте. И средняя стоимость квадратного метра, также на карте смотрим, 2803 евро. Вы также можете посмотреть вот это внизу административно-территориальное отделение, на которое делится сам город, муниципалитет Пафос. То есть это ну, районы, исторически сложившие названия, которые свои имеют, или же массивы, где проживают греки-киприоты. Конечно же, еще раз повторюсь, вы можете посмотреть по локации, насколько сильно отличается стоимость квадратного метра. Ну вот хочу вам просто показать ради примера. Самая дорогая недвижимость — это Ката Пафос, это часть прибрежная, вот так я ее показываю здесь, да, буквально прибрежная часть, недалеко от моря, первая линия, назовем так это. Но, друзья, я не знаю, там достаточно ветрено зимой, и вот за счет моря, ну, не хочу сказать прохладно, но, так сказать, неуютно, и влага, достаточно такая серьезная влага, поэтому все истинные, так сказать, греки, киприоты, которые местные, они живут выше в горы. Там более, так сказать, комфортные условия и зимой, и летом в том числе. А в качестве туристов, да, вот это Ката-Пафос очень развитый район. Видим по стоимости 3539 евро за квадратный метр. Это новое жилье. Я живу Tombos of the Kings, это вторая линия, улица Ката Перволя называется. И здесь мы видим, что стоимость уже 3423 евро за квадратный метр, хотя до моего дома 900 метров, я посчитал, до моря, да, и с пригорка прямо видно море, то есть не совсем, так сказать, далеко, назовем так. Ну и дальше вы можете сами посмотреть. Муанталос — это интересный достаточно район, это старый город, он находится недалеко от того места, где я живу. Там небольшие такие одноэтажные дома, узкие улочки, в общем, там практически садов нету. Ну, я так понимаю, да, кстати, там мечеть достаточно интересная, 13 века, по-моему, да, 13 века, неработающая мечеть. В следующем видео покажу ее. И видим, самое дешевое жилье здесь у нас 1925 евро за квадратный метр. Да, есть еще Авангарес, Анна Варгас, я прошу прощения, Анна Варгас район. Но это тоже вот где-то вот здесь он находится далеко, даже, наверное, вот, да, в середине где-то вот города. Здесь тоже достаточно бюджетно, там, назовем так, жилье. Итак, еще раз повторяюсь, что на 0,18% выросла стоимость квадратного метра нового жилья. Смотрим, что произошло с новым жильем в течение 1 года. Период исследования февраль 2025 год. Видим, что 2838 евро стоимость квадратного метра.
И в феврале 2026 года это 2803 евро за квадратный метр, что, собственно говоря, показало нам снижение за год минус 1,25%. С чем это, друзья, связано, я разбирал в предыдущих видео, еще раз напомню. Я, в общем-то, как человек, который очень хорошо понимает факторы, которые влияют на развитие рынка недвижимости, у меня богатый опыт по Украине, я взял следующие показатели, характеризующие состояние рынка. То есть я посмотрел, сколько живет людей в городе, муниципалитете Пафос, это 110 тысяч населения. Взял, значит, посмотрел, сколько обслуживается, ну, есть в эксплуатации жилья. Сейчас не помню точно, не буду говорить цифру, да, можете посмотреть, в предыдущих слайдах есть. Ну и, конечно же, посмотрел по предложениям, сколько было выставлено предложений для продажи. И вот, друзья, закономерность заключается в том, а наука занимается тем, что она выявляет закономерности на протяжении там, определенных периодов времени. Так вот, закономерность за прошедший 2025 год заключается в том, что выборка, а это уже ну, данные, которые я получаю благодаря программному обеспечению Olymp News. У меня есть патент на данный продукт и авторское право зарегистрировано, естественно, в Украине. Так вот, друзья, что мы увидели, и я увидел, что наибольше всего предложений за 2025 год было именно в городе, муниципалитете Пафос. То есть вот это большое количество объектов жилой недвижимости, которое было выставлено на продажу, это и сыграло вот эту, такую сказать, ну, злую шутку, не злую шутку, но законы спроса и предложения никто не отменял. То есть предложений много на рынке недвижимости, а спрос небольшой. И, соответственно, мы видели, как стоимость квадратного метра медленно и уверенно стала снижаться. Ну вот первый месяц у нас февраль, где мы незначительные колебательные процессы в сторону увеличения увидели. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о старом жилье, апартаменты C, D, E, F, также Пафос. Видим здесь рост плюс 0,21% за месяц. И средняя стоимость квадратного метра 2563 евро. Посмотрите, я случайно на карте оставил новое и старое жилье. Вы видите, что разница, ну, кругом-бегом почти в 300 евро между новым жильем и старым жильем. А с учетом того, что новое жилье, оно больше по площади, то в целом стоимость квартиры значительно превышает стоимость в целом квартиры старого жилья. Также, друзья, можете посмотреть по локациям, которые вас интересуют. Внизу экселевские данные, все это по районам, так сказать, или ценовым зонам, еще картографы называют это так. Вы можете посмотреть, насколько подорожала недвижимость, в данном случае старое жилье. Смотрим, что произошло за год, друзья, со старым жильем. Период исследования февраль 2025 год это 2591 евро. И февраль 2026 год 2563 евро, что показало нам динамику за год снижения минус 1,11%. То есть как новое, так и старое жилье, друзья, что показывает пока динамику снижения, но мы видим старое жилье уже как 2 месяца показывает динамику роста, а новое жилье только в этом месяце, в феврале, стало показывать положительную динамику. А весь 2025 год мы видим, наблюдаем вот такую отрицательную динамику. С чем это связано? Ну, повторяться не буду, я уже как бы вам высказал свое всего лишь предположение. Следующий слайд посвящен город, муниципалитет Гераскипу. Новое жилье. Видим, что апартаменты новые, а Б подорожали на 0,40%. Средняя стоимость 2540 евро за квадратный метра. Эти же данные можете посмотреть вот здесь внизу по локациям, как сильно меняется стоимость квадратного метра от 1805 евро до ну, где-то вот еще 3000, по-моему, да, 890 евро за квадратный метр. Давайте посмотрим, что произошло на протяжении года в данном городе, муниципалитете с новым жильем.
видим вот такая вот конкретно пила, да, как зубчатая пила. Вот это колебательные процессы, которые я отслеживаю. В итоге все это я аппроксимирую линией тренда, то есть сглаживаю. И вот смотрим, что же произошло за год. Значит, февраль 2025 год, 2524 евро. И февраль 2026 год, 2540 евро, друзья. Что, в общем-то, показало в годовом измерении, видим, плюс 0,63%. Незначительно, но это все-таки динамика роста. Не снижение, как в городе Пафос, муниципалитете, а именно незначительная динамика роста. Давайте посмотрим, что произошло с старым жильем в муниципалитете Гироскипу. Видим, что снижение здесь за месяц минус 0,21%. Средняя стоимость 2462 евро. Но отличается почти на 100 евро новое и старое жилье в данном городе. И переходим к табличке. Здесь вы можете еще раз посмотреть по локациям стоимость квадратного метра. И она отличается достаточно сильно. Но повторюсь еще, вот это среднее арифметическое число, как оно считается, вы знаете, 2462 евро, что показало нам снижение за месяц старого жилья 0,21%. Ну и переходя к старому жилью тенденции длиной 1 год, мы видим, что февраль 2025 год это 2442 евро, и уже февраль 2026 год 2462 евро, что в годовом измерении показало внизу. Смотрим, красная черта, красным шрифтом, динамику роста плюс 0,80%. Все-таки незначительно, но динамика положительного роста. Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь мы будем говорить о муниципалитете Пея. То есть это вот так отражает, отрисовывает карта Google Map границы данного города, муниципалитета. Но на самом деле это по меркам Кипра, в общем-то, муниципалитет. Ну вот это небольшой населенный пункт, да, с развитой хорошей инфраструктурой, все там есть, присутствует, даже великолепный спортзал. Но от меня ехать туда далеко, где-то 17 километров, поэтому я пока тренируюсь непосредственно в Пафосе. А давайте посмотрим с недвижимостью, что произошло. Новое жилье, видим, что подорожало на 0,52%, что, в общем-то, показало нам динамику роста, и средняя стоимость квадратного метра 1947 евро за квадратный метр. Это, напомню, новое жилье. Ну, данные также дублируются внизу, вы можете посмотреть. Давайте посмотрим, что произошло за год. За год в данном муниципалитете Пея видим февраль 2025 год 1938 евро и февраль 2026 год 1947 евро за квадратный метр, что показало в годовом измерении незначительную динамику роста плюс 0,46%, ну то есть полпроцента. Причем смотрите, как себя интересно вел рынок недвижимости. Полгода снижения видели, и полгода пошла динамика роста. То есть вот так ведет себя рынок недвижимости, друзья, по всем его сегментам. То есть не бывает или ровно вверх растет, или ровно вниз падает. То есть на это все влияет внутренние факторы. Я вам говорил, приводил пример по муниципалитету Пафос, когда избыток предложений корректирует стоимость. Так и внешние факторы влияют. К внешним факторам они вообще непредсказуемые, да, хотя набор некий также есть, и в моем арсенале тоже. Друзья, смотрим, что произошло со старым жильем муниципалитет Пея. Здесь мы видим, что средняя стоимость 1771 евро, что, в общем-то, на 200 евро почти отличается от нового жилья. На карту смотрим. И динамика снижения минус 0,11%. Видите, новое жилье растет, старое снижается. Смотрим, что произошло в течение года со старым жильем. А здесь совершенно другая динамика. Видим снижение стоимости квадратного метра с февраля 2025 года 1800 евро и февраль 2026 год 1771 евро.
что показало динамику снижения минус 1,61%. Переходим к следующему, друзья, слайду. Это, наверное, у нас последний слайд, четвертый полис, город-муниципалитет. Видим отрисованное очень интересное географическое расположение, друзья. То есть вот это западная часть острова, а это восток, север, да, то есть северо-западная часть, да, получается. Северо-западная часть тянется туда к Кирении, провинции, которая оккупирована, да, и уникальное месторасположение в каком плане? Совершенно другой ландшафт, прибрежные зоны, скалы такие, как в Норвегии, то есть, ну, очень интересно. И могу вам сказать, что вот здесь точно не ступала нога заезжего туриста. Очень-очень редко можно, наверное, увидеть, что данный муниципалитет посещают приехавшие туристы, я имею в виду. Поэтому здесь и стоимость незначительно, невысокая, рынок не развитый, есть как новое, так и старое жилье, но очень мало выставляется для продажи, поэтому я поставил в выборку и новое, и старое жилье. Итак, мы видим, что за месяц снижение минус 0,26%, и средняя стоимость квадратного метра 1893 евро за квадратный метр. То же самое можете посмотреть вот внизу здесь. Здесь, во-первых, локации можете посмотреть, где есть в продаже недвижимость. И, в общем-то, ну, здесь все понятно, да? Давайте посмотрим, что произошло за год в данном городе, муниципалитете. Здесь, к сожалению, мы видим динамику снижения стоимости. Февраль 2025 год 1923 евро, и уже февраль 2026 год 1893 евро, что показало нам снижение в годовом измерении минус 1,55%. То есть мы видим, что, друзья, это второй город-муниципалитет, второй, по-моему, да, который нам показывает динамику снижения в целом или третий даже. Сейчас перейдем к обобщенным данным, и я еще раз проговорю. По-моему, три города показали снижение стоимости квадратного метра в течение года. Подытоживающие данные. Здесь мы быстренько пройдемся, то, что произошло за один месяц всего лишь. Обобщенные данные по целой провинции Пафос. Видим, что новое жилье 2430 евро, стоимость квадратного метра, это среднее арифметическое число. Как оно считается, вы знаете. То есть прибавляем сумма Пафос, Гироски, Пупея, делим на 3 и получаем среднее арифметическое число. Так вот, за месяц здесь рост плюс 0,36%. А старое жилье, друзья, подешевело за месяц. Ну, во-первых, мы видим 2172 евро, среднее арифметическое число по провинции, и снижение за месяц минус 0,07%. Переходим к последнему слайду, самый интересный. Будем говорить о тенденциях длиною в один год. И видим, друзья, что новое жилье подешевело за год на 0,14%. Ну или можно сказать, что осталось в прежней позиции, что и было в 2025 году, ну, потому что 0,14% это ничтожно малое число, хотя мы и его фиксируем. Но мы видим, что муниципалитет Пафос показал нам динамику снижения по новому жилью. Теперь давайте разберемся, адекватно, неадекватно себя ведет рынок. Последний месяц я использую макроэкономические показатели 2025 года, так как февраль месяц, ну, пока можно применять как бы статистику 2025 года. Напомню, что такое макроэкономические показатели. Это некие индикаторы, которые характеризуют развитие экономики. В данном случае мы говорим о южной части острова Кипр. Здесь мы видим рост ВВП. Здесь мы видим инфляцию, сейчас уделю внимание инфляции. Инфляция 2024 год 2,6, инфляция прошедший 2025 год, его еще не корректировали, 2, но я думаю, что 2,6 также будет, а может даже 3 будет. Так вот, что такое инфляция? Инфляция, есть такой глобальный экономический закон стоимости, который гласит о следующем. Любая экономика работает сбалансированно.
если количество выпущенных денег и обязательств от государства, ну, то есть выпущенные деньги бывают фиатные, бумажные, а есть обязательства, там, денежный агрегат 0, М0, М2 и М1, то есть это как бы совокупность выпущенных денег и обязательств. Если вот эта совокупность денежной массы равна выпущенным товарам и услугам, то что происходит? Экономика работает сбалансированно, мы не наблюдаем инфляционных процессов. Как только денег становится больше, то за эти обесцененные деньги все меньше можно купить товаров и услуг, друзья. А товаром являются также квартиры на рынке жилой недвижимости. Поэтому за обесцененные деньги все меньше и меньше можно купить товаров и услуг. Если инфляция, предположим, 2%, то рынок недвижимости должен показать нам как минимум рост на 2%. Тогда вот это адекватно он себя ведет. Здесь же мы видим, что он ведет себя неадекватно в целом по провинции. Показал снижение по новому жилью минус 0,14%, показываю внизу вот здесь или вверху, можете посмотреть. А по старому жилью вообще 1%. Но это еще говорит о том, что я вам приводил пример. И пример это тоже ну, из, так сказать, из области экономики, да, или экономических законов, которые регулируют рынок, любые рынки. То есть, когда количество предложений больше, чем желающих купить товар, в данном случае недвижимость, и я на цифрах в предыдущих видео, наверное, просто их запомню и буду каждый раз озвучивать, показал вам, что количество предложений по острову Кипр именно были самые большие в целом провинции Пафос, что и вызвало, в общем-то, вот такую динамику снижения стоимости. Поэтому я считаю, что, в общем-то, это единственная провинция на сегодняшний день, которая показала нам как по новому, так и по старому жилью снижение стоимости квадратного метра в течение 1 года. Ну и так, друзья, вроде все рассказал вам. Да, с марта месяца я буду показывать вам, что происходит на рынке аренды, то есть будем говорить о пассивном доходе, какие денежные потоки может генерировать сдача в аренду недвижимости, насколько это выгодно, невыгодно. Не случайно я здесь показал вам учетная ставка, это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг острова Кипр 3,4. И вот если мы видим пассивный доход или чисто операционный доход, который получает инвестор в итоге, сдавая свою недвижимость, превышает вот эту цифру, то мы можем смело говорить, что это, в общем-то, удачная инвестиция в недвижимость. Опять же, больше 5%, честно скажу, 4%, я не наблюдаю долгосрочной аренды. Ну, то есть я же занимаюсь давно данными исследованиями. Некоторые риэлторы говорят 9%, такой пассивный доход в годовом измерении, да, получают люди, или чисто операционный доход за вычетом. Ну, 9% это, наверное, исключительно аренда недолгосрочная, там краткосрочная на неделю, на две, может кто-то этим занимается, потому что 9% это нереально, сразу скажу. Если бы происходила ситуация такая, то банки на перебой бы спешили давать кредиты под недвижимость, чего, собственно говоря, я не наблюдаю. Кстати, и приведу в том числе данные об активности кредитования на рынке недвижимости в разрезе, конечно же, всех провинций, да. Ну, вроде все рассказал, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы, закрою показ слайда, для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью острова Кипр, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, ну и компания Lim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости острова Кипр. И уверен или надеюсь, что данная информация станет для вас
компасом или же картой в каменных джунглях, не в джунглях моего сада, а в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.